So for the sake of me working properly. Всем привет. Сегодня у нас небольшой расширенный такой Zoom с Энди Брайсом по поводу тренинга, который произойдет 15-16 августа. Онлайн-тренинг по первой и второй ступени EFT. So we're having an initial conference with Andy because he will lead the teaching on the 15th and 16th of August. So this is a trial to have everything working properly. Okay. Хорошо. Так, ну, мы уже в эфире, поэтому еще раз всем привет. Паша, может быть, Hello, everybody. Так, Паша не хочет задавать вопросы. Так, хорошо, Энди, для тех людей, наше сообщество достаточно уже хорошо тебя знает, но для тех людей, которые тебя не знают, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. So Andy, our community partially know you quite well, but not everybody. So would you please say a few words about yourself? Okay. I was born in Canada. I'm Canadian, and I now live in the United Kingdom. I have British citizenship. Значит, сейчас я гражданин Великобритании, проживаю в Англии, хотя я канадец и рожден был в Канаде. And I have been working with personal development, personal growth. Я работал и в системе личностного роста, личностного развития. For about 35 years. Порядка 35 лет. And I started with EFT in 2000, so it's 20 years. И сейчас уже 20 лет, с 2000 года занимаюсь техникой EFT, эмоционального освобождения. And I've trained people in 10 or 12 countries all over the United States and Canada, in England and Europe, Australia, South Africa, Mexico. Я обучал людей, на самом деле, по всему свету, и в Соединенных Штатах, и в Австралии. Охватили весь мир. Yeah, you don't need to remember all those countries. Вам совершенно не обязательно запоминать весь список стран. But the reason I was attracted to EFT is that I had been in pain for 7 years with a neck injury, and I couldn't, if I turned, it would be like this. I was in pain every day for over 7 years until someone introduced me to EFT and tapping, and in a very short. На самом деле, почему меня привлекла эта техника EFT, потому что я 7 лет после травмы поворачивался только так, как вот показал сейчас, то есть не мог полностью полноценно. Kind of sticking there. In a very short time, I was pain-free, and I've been pain-free for 20 years. А эта техника помогла мне очень быстро освободиться от боли. И вот порядка уже 20 лет я про эту боль уже ничего не знаю. Я от нее свободен. So I was pretty convinced right away that this was something I wanted to do. Так что я убедился с самого начала, что это именно то, чем я хотел бы заниматься. Then I committed to learning to be the best at EFT as I could. Но потом на самом деле я решил, что я должен стать лучшим в преподавании EFT. And I spent a lot of time and money doing workshops with Gary Craig and other top EFT. На самом деле, для того, чтобы освоить эту технику, я потратил массу времени, да и денег тоже. And in 2006, I was introduced in Denver, Colorado, as the 28th EFT Master Practitioner, certified by Gary Craig. Ну а в 2006 году в Колорадо я был представлен в числе 28 сертифицированных преподавателей, которым было разрешено читать мастер-классы по EFT. And this wasn't just a weekend that I attended. It was, we had to do demonstrations in front of Gary and often 100 other EFTers. И на самом деле, когда я учился, это не были семинары выходного дня, это было серьезное обучение. Мы должны были выступать и демонстрировать свои навыки перед жюри и перед аудиторией в 100 человек и более. It was very difficult and challenging, and we also had an exam
to write, which for me was 32 pages. Было сложно, было, поверьте, очень непросто. Потом я должен был сдать экзамен, написать работу, которая в моем случае составила 32 страницы. So it was more about proving that we knew what we were doing than so much learning. Так что на самом деле это был не только процесс обучения, а необходимость доказать, что ты действительно понимаешь, чем собираешься заниматься и разбираешься в этом. But since 2000, I've been teaching people EFT around the world, helping people with pain, childhood trauma, upsetting memories. Ну, на самом деле, я уже с 2000 года по миру And also physical conditions. преподаю эту технику при самых разных состояниях. So EFT, we suggest that you try it on everything. And I have tried it on almost everything. Так что на самом деле при преподавании техники EFT мы предлагаем пробовать ее в самых разных случаях, практически когда угодно. Да я и сам так ее практикую. And so what I believe is that if one person in a family knows EFT, that will... Я вообще верю в то, что если хотя бы кто-то в семье владеет этой техникой, знакомится EFT, that will improve the lifestyle and quality of the whole family. Это способно улучшить качество жизни всей семьи. Yeah, not everyone has to know it, but it's useful. Не обязательно каждому этой техникой владеть, все про нее знать, но она чрезвычайно полезна для семьи. And when I was introduced to EFT, I realized that first of all it worked. И когда я познакомился с EFT, я прежде всего понял, что техника работает. And secondly, it was something I could show people, and they wouldn't need me; they could do it themselves. Ну и во-вторых, она оказалась той техникой, которую я мог дать людям в руки, и я им совершенно был не нужен рядом каждый раз, когда применение техники им требовалось. Which I think goes with the fact that there are no negative side effects. Это на самом деле подтверждает тот факт, что техника не имеет побочных эффектов. Not like a medication or certain situations where you could have a result, but also a negative side Этим она effect. отличается и от медицинских препаратов, и от многих других методов, которые, принося пользу, одновременно порождают и побочные реакции. And I found that while it is extremely useful in one-to-one sessions and also in groups. И на самом деле я пришел к выводу, что техника очень эффективна как в работе один на один, лицом к лицу, так и в группах. And which, if you are working or a therapist or you deciding to work with one-to-one. И если ты работаешь просто один на один с клиентом, с пациентом, I think it will blend and work well with whatever system or method you use. Это способ, эта техника прекрасно вписывается в любой план лечения при использовании прочих модальностей. And also, if you are speaking to groups, you can use it in a couple of ways that are very beneficial as well. Но когда работаешь с группой, технику тоже можно использовать разными способами, и все это оказывается весьма эффективным. Someone you may have heard of, this guy, Brad Yates, does groups and works with more with groups and has a lot of fun with it. Вы могли слышать о группах, с которыми работает Brad Yates, и на самом деле техника прекрасно в группах работает, они получают хорошие результаты. And I think that that gives it a value to people who are going to be working with individuals or if they work with groups. На самом деле это доказывает эффективность, это доказывает ценность техники, независимо от того, как ты выбираешь работать в индивидуальном режиме или в групповом. So this workshop coming up, we have 2 days. The first day is the basic introduction, level 1. We call it level 1 because you can't get any more basic than 1.
Так что на самом деле тут те занятия, которые пройдут у нас с вами в ближайшем будущем, мы разбили на 2 уровня. Первый день – это первый уровень, это действительно основы, потому такое название, уровень 1. So we'll introduce where you tap, and we'll talk about why tapping works, where it came from, where it started, various things that you can use it on. То есть фактически первый день будет вводным днем. Мы будем говорить о сути таппинга, будем говорить, по каким местам производится постукивание, зачем, почему, когда мы его применяем. Поговорим немножко об истории метода. So by the end of the first day, everyone will be able to understand where we start, a round of tapping, why we start here and why we do the tapping that we do. То есть на самом деле к концу первого дня каждый будет понимать, с чего мы начинаем, с какой точки начинаем таппинг, в какой последовательности производим постукивание, почему именно так, а не иначе. And we'll be able to work with the problems or issues that they may have for themselves, but also with their friends and family, just for practice. Ну и, скорее всего, конечно, ради практики мы поработаем с теми проблемами или с теми вопросами, которые будут у слушателей, и не только у них самих, но у их членов семьи и друзей. And on level 2, we'll introduce some of the other techniques. The thing about EFT is it's emotional freedom techniques with it's a plural, not technique. И на самом деле хотел бы отметить, что само название EFT существует во множественном числе. Это техники эмоционального освобождения или техники эмоциональной свободы, а не техника. И поэтому во второй день на втором уровне мы познакомимся с прочими техниками или с другими техниками. One of the principles of EFT is we look at and go into negative thoughts and feelings. На самом деле в сути EFT мы говорим, погружаемся в негативные ощущения. То есть мы говорим о них, мы разбираем их и погружаемся в них. So we have to take care of you. We have to take care of the people we are talking to who are in their negative feelings. Так что на самом деле нам нужно бережно относиться и к вам, и к тем людям, с которыми мы работаем, и вы будете работать, потому что мы имеем дело с их отрицательными чувствами. And that's a lot of what day 2 is about, making it safe. Именно этому, по сути, будет посвящен второй день. Мы будем говорить о том, что люди переживают отрицательные эмоции. Using things like teaching you the movie technique. То есть будем преподавать техники, которые погружают человека в отрицательные ощущения, заставляют его пережить это ощущение. And the tearless trauma technique. Будем обращаться к техникам работы с травмой, с пережитой травмой. I hope that was okay, Tatiana. I also hope it is. Pavel is there, so I'm hoping that he will join in and help if necessary. Второй день будет посвящен тому, чтобы безопасно работать с людьми, когда они находятся в негативном состоянии. Rephrasing. Да, и дословно, что без слез, то есть работа с травмой, но при этом не проливая кучу слез. Really, thank you, Pavel. So I hope that my pace is okay for you. And absolutely, thank you. Okay. The thing about working with negative emotions is that they can get quite intense. So we try to make it safe. Ну и на самом деле работа с эмоциями обычно является такой достаточно интенсивной для человека, поэтому мы стараемся сделать свое вмешательство безопасным. And being patient is one of the things that I will stress over all the time that I'm. Поэтому надо научиться терпению, и этой необходимости я буду посвящать время во время второго дня занятий. Я буду настаивать на этом неоднократно. So the level 2 will involve all of the more
abstract or not, complicated parts of EFT. Скажем так, второй день будет посвящен более сложным, ну, как абстрактным или, можно сказать, более сложным состояниям и мыслям. And at the end of the 2 days, you should have enough, and if it's up to me, you will have enough information. Ну, а по истечении 2 дней, полагаю, у вас будет достаточно информации. To work towards practicing with your friends and family. Которые позволят вам уже работать и с друзьями, и с членами ваших семей. Which is really what it takes. It's knowing what the principles are and getting lots of practice is really important. На самом деле это как раз то, что необходимо. Сначала освоить основы, а потом применять эти основы на деле. Тренироваться и переводить все в практику. When I first learned the tapping, I just wanted to tap with everyone, and I made my wife and my friends. Я когда впервые познакомился с таппингом, мне хотелось постукивать по каждому, кто оказывался рядом, будь то жена, будь то друзья. Even the cat. Даже кошка оказалась в сфере моего влияния. So, is there anything specific that you might want me to cover that I haven't? Я готов ответить на какие-то вопросы или осветить то, что, по-вашему, я должен был бы осветить в больших деталях. Кто-нибудь, что-нибудь. Do you have the possibility of asking questions for people? У нас есть возможность дать людям задать вопросы? Да, они могут задать вопросы в чате. People can ask questions in chat. I have one question. They asking about your dog, Andy. Is it Спрашивают про собаку. on your photo? Well, her name is Lexi, and Лекси ее зовут. she's 8 years old. Ей уже 8 лет. She's a working Cocker Spaniel. Это кокер-спаниель. And she and my wife compete in agility, and she's a champion. На самом деле они по степени бодрого возбуждения соревнуются с моей женой. Пока что Лекси побеждает. And she's a very sweet dog. Но она вообще классная. And we love her, but we also have another dog named Ozzy, and Ну, кстати, у нас есть еще одна собака. who looks similar but didn't get in the picture. Выглядит очень похоже, только на картинке нет. Да, вопрос был про собаку. Про собаку? Ну, да, надо просто людям тоже прокомментировать, что мы на английском сразу сказали. Расскажите, пожалуйста. Да, там комментарий на YouTube один из самых первых по поводу. А у вас собака на фото это русский спаниель или английский? Вот, собственно, question. Some people in chat asking if this is a Russian or an English Cocker Spaniel. It's an English working Cocker. A working Cocker is a breed. На самом деле это выведенная порода, это английская порода кокера. And there's Ozzy, her brother, is part Springer and part working Cocker, so he's a blend. Ну, Павел, вот тут я запуталась в собачьих породах. Это смесь. У нее еще есть Оззи брат. Давайте мы перейдем уже, собственно, к технике. Поржали и хватит. Другой вопрос задают по поводу... That's great. Let's move on to the technique itself. There is вопрос, есть ли еще другие уровни после второго? This time you are teaching level 1 and level 2. Is there anything to follow? More levels? In most situations like international, EFT International and other
situations, you have 3. Ну, вообще, в большинстве ситуаций, скажем, на уровне международного преподавания существует 3 уровня. So there's level 1, 2, and 3, and then you get into a trainer. А потом уже выходишь на, так сказать, тренерство. And trainer of trainers. Now, we have not done this on Zoom before, so I'm hoping to get as much information. Мы раньше в Zoom ничего больше 2 уровней не преподавали, не практиковали, поэтому я надеюсь, что то, что мы запланировали сейчас, для начала пройдет успешно. Да, я тоже хотел прокомментировать, что чтобы все понимали, мы немножко отстаем от всего мира в части EFT подготовки. Ну, примерно лет на 20. Alexander is saying that would like to comment. Да, поэтому давайте не будем... A little bit falling behind the rest of the world in teaching of the EFT. So let's try to go step by step. Поэтому давайте не будем перепрыгивать далеко вперед, потому что по стандартам IMED, по которым будет преподавать Энди, further before we start to really learn the basics. Третья ступень, она претендовать на нее можно не ранее, чем через год при наличии. So not earlier than 1 year later, people can try to think to get onto level 3. Yes, I think it's something that requires experience. Да, я полагаю, 3-й уровень все-таки требует опыта. And confidence. И уверенности. So we may provide something, but in my own experience, a level 3 is much more rare. То есть, может быть, 3-й уровень мы когда-то и будем преподавать, но мой опыт подсказывает, что это не такая частая история. So I'd love to see the EFT community in Russia grow strong with a Мне бы хотелось, чтобы сообщество EFT в России действительно по-настоящему окрепло. I think it's not only good for an individual or a family, but also communities. Это же хорошо не только для конкретного человека, для индивидуума, для его семьи, но это хорошо для общества. And when people are tapping, когда люди делают таппинг, we begin to relax, we feel relaxed and peaceful. Человек действительно чувствует расслабленность, умиротворенность, покой. But we're also alert. Но при этом человек бодр. So being calm and alert is a very good. На самом деле это вот сочетание покоя и бодрствования. When we are upset or anxious or we have когда мы расстроены, обеспокоены, past trauma, we're carrying baggage. Когда мы несем в себе багаж прошлых травм, we can only see more of the problem. We focus on the problem. На самом деле, по большей части видим только саму проблему. But when we move through that and we're relaxed and at ease, а вот когда мы проходим эту ступень своего развития, когда мы находимся в умиротворенном, свободном, расслабленном состоянии, we start to look for the positive and the possibility. Когда мы начинаем видеть что-то положительное вокруг себя и видеть открывающиеся нам возможности. Very often when a client comes to me, they have problems and they're upset. Зачастую, когда люди ко мне обращаются, у них действительно проблемы, они приходят, потому что чем-то расстроены. They could be physical, they could be emotional. Это может быть и физическое, и эмоциональное переживание. But when the past is away and the pain is gone, но когда прошлое остается в прошлом, когда боль проходит, they begin to look for the future, like what do they человек начинает смотреть в будущее. And who am I? How am I going to live?
То есть человек спрашивает себя, а кто я и как я буду жить дальше? And that's exciting for me because once you let go of the past, you can be in the moment Мне это and build кажется the future. потрясающим, потому что когда прошлое остается прошлым, ты действительно можешь жить здесь и сейчас, ты живешь в настоящем моменте. And in a family, when everyone is calm and can be heard and have a voice, Но когда в семье все тихо, спокойно, когда у каждого есть право голоса, у каждого есть право быть услышанным, children grow up with opportunities and confidence. дети растут в таких семьях, понимая свои возможности и чувствуя уверенность в себе. Because there's just too many of the people that I work with that had childhood trauma and upset that they never let go of. Ведь на самом деле очень многие, с кем я работаю, пережили в детстве какие-то травмирующие события и несут в себе груз этих травм, так никогда и не избавившись от них. So a lot of times the tapping that I'm doing with clients is about letting go of the past and bringing down the intensity of the memories. Так что зачастую, когда я работаю с своими клиентами, я как раз нацеливаюсь на то, чтобы помочь человеку избавиться от времени прошлого, So чтобы that their childhood воспоминания уже stops. не были такими тягостными. So their childhood stops influencing who they are now. Ну и в таком случае прошлое уже не влияет ни на ребенка, ни потом на взрослого человека, и он осознает себя именно в текущем моменте. And I believe that there is no separation between your mind, your emotions, and your body. И мне кажется, что разум, эмоции и тело неразделимы. And quite often, when we have a physical pain, there's some emotion behind it. И зачастую физическая боль имеет в своей основе какую-то эмоцию. And some say your body is your unconscious mind. Некоторые говорят даже, что тело – это неосознанный, неосознаваемый разум. And what you don't deal with consciously, your body will present you with. Даже то, что ты не осознаешь, ощущается твоим телом. So there are many ways of using the tapping, whether it's a physical pain, problem, sometimes. Так что на самом деле таппинг можно использовать по-разному, будь то физическая боль, будь то какое-то переживание, эмоция. And sometimes it's more positive. You can improve performance in music or sports. Кстати, люди достигают более высоких результатов потом и в музыке, и в спорте. So it doesn't have to be a problem. Так что не обязательно работать только в случае наличия проблемы. It can be used for improvement of something Технику that's можно already good. использовать для улучшения общего уровня функционирования. So I have been tapping every day for 20 years. Так что я 20 лет каждый день использую таппинг. And so I just turned 71 and I feel pretty healthy. 71 год. And I think that the tapping has, even though I was wearing these, I only wear them when I'm working on the computer. И на самом деле я даже очки ношу теперь только тогда, когда сажусь за компьютер. I can drive my car without glasses. I Я can даже вожу автомобиль без очков. read books without glasses. So Читаю без очков. there are a lot of benefits that you may not even be looking for. Так что на самом деле эта техника может быть прекрасно применима даже в тех случаях, о которых вы не подозреваете, о которых вы не задумываетесь. And so one point is a lot of times people who want to make a change in their lives are using willpower. На самом деле люди зачастую хотят многое поменять в своей жизни просто силой воли. So one part of them is eating too much and the other part doesn't want them to eat so much. Знаете, как говорят, одна половина слишком много ест, а вторая не хочет, чтобы этого было так много. So depending on which is stronger that day, you either eat or you don't eat. И в зависимости от того, что побеждает в определенный день, мы то едим, то не едим. But with the EFT, we can work with what's
causing that conflict and why are you eating so much or why. Используя технику EFT, мы как раз и можем воздействовать на суть самого конфликта, вместо того, чтобы размышлять, почему сегодня наелся, а завтра нет. So quite often I have people who come back and say, well, I didn't try to be different, I just noticed I was different. И на самом деле люди зачастую говорят, я даже не пытался измениться, я просто заметил, что я теперь другой. And sometimes it works. We have Это questions. на самом деле работает. Окей. Ребята, да, я вклинюсь. Нужно ответить на вопросы люди, которые задают. So Так. people asking questions, shall we answer them? If I can. Если смогу. So, I just read all the list. So first, первый вопрос, который я зачитаю. Техника признана в Великобритании. Признана ли в Великобритании как альтернативная медицина? So EFT in the UK, is it a licensed technique? Well, we have a certification through several groups, and one of them is EFT International. На самом деле есть целый ряд сертификаций, которые прошла эта техника. Вот одна из этих сертификаций называется EFT International, международная сертификация. Through which certification and accreditation is available. Здесь доступна уже и сертификация, и аккредитация. But I was just working with a doctor who has got more benefit from the tapping than her therapist. На самом деле, я недавно работал с врачом, который увидел, что таппинг дает порой лучшие результаты, чем применяемое официальное принятое лечение. So we have a lot of people who are now starting to wake up and use in hospitals. На сегодняшний день мы видим достаточно большое количество людей, которые пробуждаются из непонимания, небытия и начинают этой техникой активно пользоваться. So depending on what you mean by licensed, it's not licensed like a psychiatrist or a psychologist. Так что, тут еще надо понимать, что вы имеете в виду под лицензированностью, то есть принятостью, потому что есть, например, такие понятия, как лицензированный психолог, психиатр. То есть, видимо, есть нюансы. Но она не лицензирована, да. Как вот эти лицензированные специалисты, техника пока... So EFT is not on the same level of being an official technique like psychiatry, like psychology, or is it on the same level now? No. Нет, конечно, не на одном уровне. The psychologist is going to take a number of years of training, a psychiatrist. Потому что, чтобы стать психологом, надо несколько лет учиться для начала. A psychiatrist has to be able to. I have clients, I have students who are psychologists. У меня, например, есть студенты, то есть люди, которые у меня учатся, они психологи, они имеют психологическое образование. Но на психиатра вообще учиться долго надо. So EFT is a technique, a set of skills that. На самом деле EFT это действительно просто техники, это набор навыков. That can be adapted, and many psychologists and psychiatrists are. Которые можно приспособить, так сказать, адаптировать, и многие психиатры и психологи берут эти техники на вооружение. But it doesn't make me or any practitioner the same as a psychiatrist. Но это, конечно, не ставит ни меня, ни кого другого, кто практикует EFT, на одну ступень с психиатром. Следующий вопрос. Next question. Сколько времени необходимо учиться, чтобы быть мастером? How much time does it take to become a master? Well, there are some people who say 10,000 hours. Ну, есть такое понятие, которое гласит 10 тысяч часов. The founding masters that I'm one of 28 people who are currently 2 people have passed away since. Ну, вот я упоминал первых 28 человек, двоих, кстати, из этих 28 уже нет в живых. It took me a year and a half. Мы учились 1,5 года. But some people are presenting a weekend or some short
course. Некоторые предлагают краткие курсы обучения, фактически курсы выходного дня. And calling that a master practitioner. Причем называют это чуть ли не уровнем магистратуры, то есть мастерской степени. So you might be able to find a course that you can pay for and spend some time, and then they'll give you a certificate. Есть курсы, которые требуют определенного количества времени, то есть вы должны поучиться на этом курсе, получить потом сертификат. But the reason they certified me as a master and the others was because we demonstrated a level of skill and Но мы же в свое время не просто прослушали определенное количество часов и нас сертифицировали как, так сказать, мастеров. Мы же сдавали экзамен для того, чтобы показать свои навыки, показать свои возможности. So you could find a way to be called a master. Так что на самом деле всегда можно найти для себя, ну, условно говоря, лазейку для того, чтобы называться мастером. Or you could work hard and become and master and А можете не искать лазейку, а действительно много работать, много учиться и стать мастером. So it takes just like psychiatrists and psychologists. Ну, знаете, как в психиатрии, психология. You can find good ones and not so good ones. Всегда есть те, кто лучше в своей профессии, чем другие. Кто-то лучше, кто-то хуже. So it depends on the skill level. Так что все относительно, все зависит от уровня освоенных и наработанных навыков. But also who the person is. Но на самом деле многое зависит еще и от личностных характеристик. Question another. Если я не психолог, могу ли я работать с людьми после прохождения двух этих уровней? If I'm not the psychologist, can I work with people after those two levels? I think it's important to recognize what your skills level is, and мне кажется, всегда важно честно осознавать свой уровень навыков. And I certainly wouldn't suggest that you, now that you have level 2, that you go and work with people in this mental institution. Конечно, я бы не рекомендовал после прохождения нашего второго уровня претендовать на то, что вы можете работать в психиатрических клиниках. Psychiatric issues are really the domain of a professional. Все-таки вопросы психического здоровья, вопросы психиатрии – это сфера профессионалов. However, I have a number of clients where I work with their therapist. Хотя должен сказать, что у меня есть определенное количество клиентов, с которыми я работаю не в изоляции, а вместе с их основным лечащим врачом. Okay, another question. Еще один вопрос. Что, на ваш взгляд, влияет на эффективность простукивания? Например, систематичность, правильное дыхание и так далее. What do you think is influencing on the efficiency of tapping? For instance, do it systematically or do the right breathing or whatever? Well, there are a number of factors. Ну, на самом деле существует целый ряд факторов. When I first started, I wanted to do everything the way I was told. На самом деле, когда я только начала этим заниматься, мне хотелось сделать ровно так, как меня учили. But I think that one thing that can be a problem is thinking about doing it perfectly. Но на самом деле само желание, само намерение делать все идеально, так как тебя научили, может стать проблемой. And saying the right words and tapping in Ты каждый раз думаешь, а что сказать, чтобы произнести правильное слово. Can get in the way. Это на самом деле может стать препятствием в эффективной работе. My most common method that I use. Ну, вот, например, я чаще всего использую I just call talking and tapping. Метод, который я называю разговариваем и постукиваем. So we're just talking, and my client is telling me what's going on,
То есть клиент не рассказывает о себе, рассказывает о том, что его тревожит, что происходит. И во время этого разговора производим таппинг, производим постукивание. And we're having a conversation. Во время разговора. And quite often I'm told that they never felt like they've been heard so well before. На самом деле люди говорят, что зачастую говорят, что у них никогда не было ощущения, что их прежде когда-либо так хорошо выслушали. So part of this is work is listening. Так что отчасти наша работа состоит в том, чтобы уметь слушать. And paying attention. Обращать внимание. Without making shit up. Без ненужных умозаключений. Политкорректный перевод. Так, следующий вопрос, да? So, Kira, she will be on a training, said, Andy, you look amazing for 71 years old, seriously. Кира сказала, что ты отлично выглядишь, ну, она написала в комментариях, для 71 года. Так. So, what kind of practice will we have on the training? Will we work in couples, in groups, or any other format? Well, I think it's going to be very difficult for me to supervise different couples. На самом деле, что касается работы в парах, полагаю, мне будет очень непросто оказывать наставничество при работе в группах по человека. So unless the interpreter and I can move from room to room, если только мы с переводчиком сумеем перемещаться из помещения в помещение, that would be great if we could do that. Тогда, может быть, да. So, so I think there will be some practice, not as much as if we were in person. Поэтому, конечно, практика будет, но не в такой степени, в какой мы могли бы ее проводить, если бы занятия проходили очно. But you never know, technology may show us the way. Но никогда не знаешь, может быть, технологии выведут нас на правильный путь. And another question, еще один вопрос. Эта техника меняет убеждения, если то есть вопрос такой, эта техника меняет убеждения, если мы работаем с эмоцией? Does this technique change your beliefs if we work with emotion? There's a question. I think it makes it easier to change our beliefs. Мне кажется, что эта техника облегчает способ изменить свои убеждения. То есть дает возможность легче изменить свои убеждения. Quite often, зачастую decision, it becomes a belief. Любое принимаемое решение превращается в убеждение. And it becomes unconscious. И переводится в сферу неосознанного. We don't think about it anymore, but мы перестаем об этом думать, но это убеждение в нас существует. And usually they are made very with intense emotion. И обычно эти убеждения сопровождаются очень интенсивными, очень сильными эмоциями. So when we can find a belief that's operating in our life, и вот когда нам удается выйти на то убеждение, которое по сути ведет нас по жизни, которое влияет на нашу жизнь, we can look at it all different sides. Мы можем на самом деле рассмотреть это убеждение с разных сторон, со всех сторон. While we're tapping. Во время таппинга, во время постукивания. And we can bring down the intensity of the emotion attached to it. Накал этих эмоций, снизить интенсивность эмоционального переживания, которое привязано к этому убеждению. And then you can decide whether it's a good belief or a bad belief. Ну, а потом уже можем принимать решение, каково это убеждение, хорошее или плохое. Is it because the whole idea of having unconscious beliefs is so that our lives run without us thinking about it. Потому что на самом деле ведь в неосознаваемых убеждениях есть смысл, они даются нам для того, чтобы мы могли жить, не задумываясь каждый раз о каждом своем шаге. So if you have a belief that works for you, то есть если у вас есть убеждение, которое вам помогает, которое для вас работает, работает вам во благо, let it run. Ну и пусть оно себе работает. If it's getting in your way, if it's если оно тебе мешает,
Когда от него избавиться. Want today. Sometimes beliefs were put in place when we were 5 years old or 9. И знаете как, зачастую убеждения селятся в нас в 5-летнем возрасте, в нашем 5-летнем возрасте, и с тех пор так и руководит нами. And then we're still living from that belief when we're 50. И теперь нам 50, а мы все равно живем на основе сформировавшегося когда-то убеждения. And we wonder why we can't be different. Удивляемся при этом, почему не можем измениться. So that's part of the work that I love doing is Так helping что people, это как раз составляет существенную часть той работы, которую я так люблю. helping people uncover Помогать людям these beliefs that they are filtering for evidence to prove. разбираться с этими убеждениями, которые, по сути, являются фильтрами, которые не дают возможности двигаться дальше. So working with core beliefs and beliefs is very common in Так EFT. что работа со стержневыми убеждениями, с любыми убеждениями, это очень распространенная работа. But I would say that we help you take the emotional intensity from it. Но я бы еще раз хотела подчеркнуть, что мы снимаем уменьшаем эмоциональный накал, который сопровождает любое убеждение. But then the individual has to decide to change it or not. И вот тогда уже человек принимает решение, меняться ему или нет. No EFTer should be telling you what to believe. Вообще EFT не должно практиковаться сообщение другому человеку, что ему делать, а чего не делать. Ни один практик EFT не должен тебе говорить, во что верить. So EFT practitioner should not tell you what to do. Or not what to do, nor what to believe. Ни что делать или не делать, ни во что верить или не верить. What is exciting for me is to help people discover themselves. Мне на самом деле больше всего нравится то, что мы даем возможность людям обрести себя. And be more of them, not like me, like И стать them. действительно собой, а не мной, не похожим на меня, а похожими на самих себя. I want my clients to be proud of themselves, not me. Хочется, чтобы мои клиенты гордились собой. Я хочу, чтобы они гордились собой, что я хочу, чтобы мои клиенты гордились сами собой, а не мной. Да, собой, чтобы они гордились. Я хочу, чтобы мои клиенты гордились собой. Да, а не мной. Ну, спасибо большое Александру слово, потому что мы с вопросами... Thank you so much. Now Alexander is going to say something. Так, ну, на сегодня мы заканчиваем. Те, So кто we're finishing for today. не успел еще вписаться в нашу компанию, значит, отправляйтесь на сайт, там описано все, что So будет. for those who were late today, they can go to the website and get all the information there. Для тех, кто уже участники тренинга, значит, в нашей закрытой группе находятся ссылки на другой For the Zoom. participants of the training, there are links. Как это будет работать? Нам нужно... We will tell people how it will work in future. Значит, что касается других вопросов, значит, вопросы, если вы не получите в течение 2 дней ответы на все свои вопросы, потому что программа достаточно обширная, If after the 2 days of training you will not get answers to all в your конце questions, каждого дня будет время на вопросы-ответы. do not get lost because we will have time for questions and answers. Я уверен, что у вас исчезнут вопросы к концу 2-го But дня. I'm sure that to the end of day 2, you will have no questions Вы left. выйдете с полным пониманием того, как и You что. will get the complete understanding И наконец-то начнете практиковать. and will start practicing. Я на самом деле, у меня не было никогда убеждения по поводу того, что мне должен кто-то разрешить помогать другим людям. Myself, I was never really thinking that someone should give me the permission to help other people. И для этого я ни у кого не спрашивал разрешения. I was not asking permission from anyone. И у меня не было ограничений тому, насколько сложная проблема у этого человека. I really felt no limitations concerning the severity of the problem of the client. Вот, поэтому просто отучитесь и начните это делать. So simply
go through the course and start practicing. А дальше мы будем поддерживать сообщество, приглашать And then we will support the community по разным темам, которых очень много в человеческой жизни. and investigate different topics, Но which с are базы, которую abundant. даст Энди, вы будете правильно воспринимать профессиональную информацию. So you will perceive the professional information correctly. Вот, поэтому мы прощаемся с вами. Значит, те, кто в наших группах есть закрытых, значит, So we're closing up, really. и переходите в Zoom. Just follow our links and get linked to Zoom. А всем, кто еще не решил, ну, придите хотя бы на первую ступень. Those who are still doubting, try it. At least try. И этим вы окажете себе большую помощь и And you will really help yourself. можете помогать себе и своим близким. Then you will treat and help yourself and other people. А дальше уже решите, стоит ли вам продолжать это. So first try and then make the decision if you need it or not. Но я уверен, что когда вы первый раз попробуете сделать это правильно, But I'm sure that the first time you try to do it properly or you manage to остальные do it техники properly, будут для вас неинтересны. the rest of the techniques will Я это present no проверил на interest. себе. So I really tried it on myself. Потому что я сначала узнал таппинг, и So он мне first- показался очень простым. I thought that tapping was really a simple thing. И я пошел изучать другие техники, я изучил очень много техник. I tried to learn something else more sophisticated. I И studied я different снова вернулся к таппингу. things and came back to tapping, И это основной инструмент, с которым я which работаю. has become my main, На most этом я profound перестал учиться. instrument. И больше я не учусь. And I'm not studying anymore. Хотя я буду учиться у Энди вместе с вами. Though with Andy, I will be studying together with all of you. Потому что всегда интересно учиться. Honestly, it's always interesting to learn. Да, ну все, ребята, всем спасибо, всем пока. И ждем вас на тренинге. И те, кто... Hope to see your participation with our training. Значит, ждем вас прямо сейчас в Zoom. Прямо сейчас входите в Zoom. So right now you can join our Zoom, you can zoom in Фамилии. and become part of the group. Все, всем пока. Bye, everybody. Yeah. Well done. Thank you. Молодцы, спасибо. Все, трансляция выключается.